Сегодня наш репортаж с самой крутой ярмарки в Польше. На этой ярмарке такой огромный выбор винтажа и антиквариата, что и на сотни маленьких барахолочек в Европе вы не встретите и десятой доли таких красот и чудес. Это ярмарка в Еленей Горе, Силезия, Польша. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Ярмарка богата фарфором. Вот это кофейный сервиз на 6 персон от Розенталь, узнаваемая роскошная форма помпадур и театральный декор. А это сервиз из серии «Волшебная флейта». Разработал эту великолепную форму датский художник Бьорн Винблад к столетию фарфора Розенталь. Изысканно выполненный рельеф на фарфоре изображает сцены из всемирно известной оперы Моцарта «Волшебная флейта». По оценкам экспертов Розенталь, серия «Волшебная флейта» – это самая ценная и технически сложная фарфоровая посуда, когда-либо разработанная на фабрике. По задумке художника, сочетание гладких белых фарфоровых поверхностей и сложных рельефов с богатой позолотой – это чарующие оперные мелодии Моцарта, отраженные на фарфоре. А рядышком бокалы из цветного хрусталя, современные, не очень дорогие. Один стоит 120 злотых, это примерно 30 евро. Полюбовались этим роскошным столом и идем дальше. На этом столе бокалы уже подороже, ценные, коллекционные. Вдобавок к красоте, ценность таких бокалов в работе мастеров и в истории. Цены уже серьезнее – 80, 120, 160 евро за один бокал. Такие бокалы покупают по одному для коллекций. Особенно ценятся бокалы с пузырьками воздуха в ножке. Кстати, мы видели много цветного хрусталя на рынке в Свиднице, городе, который называют столицей силезского стекла и хрусталя. Приглашаем посмотреть видео из Свидницы. Ссылочки найдете в описании. Пока мы восхищались ценными бокалами из цветного хрусталя, покупатели рядом спросили цену на мокко-пару от Розенталь и увлеченно разглядывали фарфоровые подставки для яиц от Майсен. Уточняли, были ли они изготовлены в 1710 году, как написано на табличке. Продавец объяснил, что 1710 – это год основания мануфактуры Майсен. Кроме фарфоровых подставок под яйца от Майсен, на этом столе много коллекционных мокко-пар. Тут и КПМ Берлин, и, конечно же, Майсен, и французские мокко-пары, и, что крайне редко бывает, есть даже мокко, декорированная в технике Silver Overlay с трещинкой, но цена не маленькая. Такие предметы ценятся даже с трещинами и со сколами. Встретилась такая редкая кофейная пара. Это Гарднер, царская Россия. Абсолютный раритет. Очень много солнца и, к сожалению, камера временами теряет фокус. Эти однотонные кофейные пары – фарфор из Дании. Их очень много на барахолках, и они совсем не ценятся. А вот комплект ножей и лопаточек с изящными ручками – это уже интересно. Продавец оценил такой комплект в 1000 злотых. Это примерно 240 евро. Белоснежное блюдо с рельефом – это, конечно, Майсен. Здесь же и Розенталь Мольер, и силезский фарфор. На этом столе наше внимание привлекла статуэтка якутка с севрюгой. Ломоносов, ЛФЗ, скульптор Софья Велихова. Это редкая статуэтка, за ней охотятся коллекционеры. На ярмарку в Еленю Гуру
Приезжают коллекционеры со всей Европы. Некоторые выставляют на продажу предметы из своих коллекций, чтобы освободить место для новых раритетов. А другие только покупают. У них пока еще достаточно места. Хорошая ярмарка – это бесценный шанс найти редкие предметы, которых нет в интернете. Это еще и уникальная возможность лично пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом, расширить свои знания. Пока мы рассматривали этот роскошный коллекционный фарфор, с нами заговорили подписчики нашего канала, узнали по голосу. Было очень неожиданно і очень мило. Сердечне поздоровлення для пані Агнішки з Манджем. Дякуємо за милу розмову. Побачимося на гелдах антиков. На этом столе царствует коллекционный фарфор от мануфактуры Зарау. После Второй мировой войны город Зарау стал называться Жары. Там находится музей фарфора этой уникальной фабрики, которая перестала существовать в 1944 году. Про историю мануфактуры Зарау мы уже рассказывали в наших видео. Ссылочки найдете в описании. У нас в планах посетить музей фарфора в городе Жары, бывший Зарау, и подготовить репортаж. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Конечно, мы воспользовались шансом, чтобы пополнить нашу коллекцию Зарау. Мы показывали ее в одном из наших видео, но с тех пор коллекция подросла. Похоже, пора уже снимать новый фильмик о фарфоре Зарау. А вот эта маленькая чудесная мокка-пара от Тиловиц. Очень нетипичный и потому очень ценный, крайне редко встречающийся декор с райскими птицами. Огромный раритет. А вы хотели бы такую уникальную мокка-пару в свою коллекцию? Фарфор из города Тиловиц высоко ценится антикварами и коллекционерами за превосходное качество и художественную ценность. Фарфор от Тиловиц встречается очень редко, и это объяснимо, потому что около 80% фарфора Тиловиц шло на экспорт в Америку. Там сейчас даже действуют клубы коллекционеров Тиловиц. Здесь, на ярмарке в Еленей Гуре, нам посчастливилось найти Тиловиц, и даже на нескольких столах. А самые уникальные трио Тиловиц мы нашли в Люблине. Ссылочку на наше видео с рынка в Люблине найдете в описании. Ярмарка в Еленей Горе проходит дважды в год. Хотите сравнить, как меняются цены на винтаж и антиквариат? Приглашаем посмотреть наши репортажи с прошлых ярмарок в Еленей Горе. Ссылочки будут в описании. На этом столе продавцы только раскладывают товар. Приглашали зайти попозже. Обязательно заглянем. А этот стол разложился одним из первых. Посмотрите, как плотно стол уставлен фарфором. О, это белый Розенталь, Мария. А это трио узнаваемая форма Помпадур, Розенталь. Маленькая мокка в цвете Тиффани, Алечка, Алька Кунст. О, какой восхитительный предмет! Напоминает банку или вазу с крышкой. Это фарфоровая банка для печенья, по-немецки Gebäckdose от Hutchenhäuter, выполнена по эскизам профессора Фрица Кли, известного дизайнера фарфора начала XX века. Высота банки для печенья примерно 22 сантиметра. Белоснежный фарфор с золотыми акцентами. Стиль ар-деко.
элегантная коническая форма. Основание декорированное 4 рельефными элементами, маскаронами, а крышка украшена пимпочкой в форме корзины с 4 цветочными гирляндами. Такая чудесная банка для печенья украсит любой стол и станет предметом беседы. Никого не оставит равнодушным. А это уже стиль ар-нуво, элегантный чайный сервиз. Белизна фарфора и золотой декор. Каемочки чайника, тарелочек и чашек украшены золотыми веточками. Элегантные двойные ручки. Посмотрим поближе, кто же сотворил такую красоту. Давай фокусируйся, есть. И вот такое клеймо. Мануфактура Pfeiffer und Löwenstein. Богемия. Первая треть 20 века. Сервиз называется «Модерн». Продавец пояснил, что этот чайный сервиз на 6 персон, а вот 7-ю чайную пару можно купить отдельно за 50 евро. Рядом с этим изысканным чайным сервизом на 6 персон есть еще один, не менее интересный. Это чайный сервиз от Зарау. Узнаваемая форма кавалер. Приятный мягкий декор. 6 трио, чайник. А вот молочника и сахарницы мы не увидели. Наше внимание привлек еще вот тот восхитительный кувшин на ножках с райской птицей. И рядышком интересная ваза имбирная с маскаронами в виде голов баранов или козлов, но, к сожалению, крышка там отреставрирована. Причем довольно грубо отреставрирована, сразу бросается в глаза. На этом столе фарфор расставлен так плотно, что даже страшновато что-либо поднимать, чтобы не опрокинуть. Поэтому посмотрим, полюбуемся общим планом. Наше внимание привлекла элегантная кофейная пара из зеленого бисквитного фарфора. Это яшмовый фарфор от Wedgwood. Мы рассказывали об этой марке превосходного английского фарфора. Ссылочку на видео найдете в описании. На этом же столе огромные тарелки Зарау, более 30 сантиметров. А вот это форма люксус. Вот характерная особенность, такая очаровательная решеточка. Тут же еще и елочные игрушки затесались, похоже. А вот это трио Зарау. Форма кавалер узнаваемая, а декор Кармен или Кармен, кому как больше нравится. А вот это роскошное трио Зарау, форма люксус и редкий декор, к сожалению, уже со сколом на чашке. По словам продавца, повредили при распаковке. А дальше элегантная кобальтовая сетка от Ломоносова и снова Зарау. У трио справа изысканная, редко встречающаяся форма, за которой охотятся коллекционеры. Слева 2 трио Зарау, форма кавалер. Но давайте вернемся к раритету справа. Множество изысканных рокалей, ножка-юбочка, клеймо Зарау. Это трио в идеальном состоянии. Рокайли замечательно подчеркивают белизну превосходного фарфора. По словам продавца, было 3 таких трио, и 2 уже проданы, хотя цена на Зарау стремится в космос. И это только самое начало ярмарки. А что же будет дальше?